Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо. Продолжаем работу с мотоциклом М62, и на очереди у нас электрооборудование. В предыдущем видео мы с вами разобрались, как методом перекоммутации адаптировать старый 6-вольтовый генератор G414 к работе в 12-вольтовой системе в паре с электронным реле-регулятором. Можем теперь устанавливать их на мотоцикл. Установил, но крепеж пока окончательно не затягивал, чтобы потом на работающем двигателе можно было, поворачивая генератор, отрегулировать зацепление шестерен на слух. Ну и как вы понимаете, генератор и реле зарядки — это еще далеко не вся электросистема мотоцикла. Она состоит из множества компонентов, таких как аккумулятор, фара, предохранители, замок зажигания, стопы, повороты, сигнал. И все это необходимо разместить на своих местах, прежде чем связывать между собой проводами в одну согласованную систему. Дело это вдумчивое, не быстрое, не на один день, но с чего-то начинать надо. И мне вот приглянулся огрызок стоп-сигнала, который у нас прикручен к заднему крылу. Обратите внимание, сюда уже подведены провода. Серый, коричневый, скорее всего, это стоп и габарит. Но сам фонарь рассчитан на одну лампочку с одной спиралью. Сюда необходимо внести какие-то изменения. Но для начала откручиваем и переместимся на рабочий стол. Я сегодня приехал в гараж и не включал пока печку. Открыл ворота, запускаю теплый воздух. Дело в том, что в гараже плюс 5, а на улице сегодня плюс 12. Пришла весна. Неожиданно. Все тает, все течет. Пахнет весной. Кажется, пора уже задуматься о том, чтобы заняться Хондой. Ее к сезону тоже надо восстановить. Но сначала закончим М-ку. Итак, резиновая подкладка фонаря удивила меня своим состоянием. Мягкая, эластичная, без единой трещинки. Сразу напрашиваются мысли о том, что это новодел. Вряд ли в таком состоянии она дожила бы до наших дней с 60-х годов. Но изготовлена неплохо, похоже на оригинал. А вот сам фонарь действительно старый. При внимательном осмотре обнаружились клейма. Модель называется FP66B. Чуть ниже, кажется, дата производства. Крестик — это 10-й месяц 68-го года. И клеймо ВЗА. Учитывая, что мотоцикл у нас 63-го года, а фонарь производства 68-го, предполагаю, что фонарь все-таки не его, не родной, не оригинальный. Поиск производителя по данному клейму довольно сложный. Не удалось найти завода с аббревиатурой ВЗА, и только в одном источнике написали, что это Винницкий завод автоэлектрооборудования, но это не точно. Плафон данного фонаря у нас тоже есть. Видно, его внутри уже клеили. Стекло подсветки номера помутнело. Но сам рассеиватель сохранился целый. Настоящее стекло.
Все это складывается. Выглядит неплохо. И перед нами сейчас стоит две задачки. Во-первых, плафон необходимо почистить, замотовать и покрасить. Не знаю почему, но владелец хочет, чтобы весь мотоцикл, включая электрооборудование, было в сером цвете, таком же, как основной цвет мотоцикла. Ну а что касается фонаря, необходимо адаптировать его для установки лампы на две спирали. Одна у нас будет выполнять роль габарита и подсветки номера, а вторая спираль, более яркая, будет включаться при нажатии на тормоза. Кстати, что касается тормозов, у этого мотоцикла нет ни одного концевика тормозов, ни на педали, ни на ручке руля. Надо будет тоже что-то придумывать, чтобы откуда-то сигнал этого самого торможения брать.
И вот перед нами результат этой работы. Появилось два контакта под двухспиральную лампу и отражатель для улучшения света. Вставляем лампу. Видим, контакты попали куда надо. Ну и переходим к испытаниям. Масса — это у нас корпус самого фонаря. И два провода. Один включает габарит, а второй тормоз. Вот только наоборот. Это габарит, более слабая спираль, красный цвет. Справа, значит. А это тормоз, синий провод слева. Представляем, что мы едем, у нас горит сзади габаритный огонь и подсветка номера. Тормозим, яркость значительно увеличивается. Ну и попробуем все это в комплекте с плафоном. Вот у нас габарит и тормоза. Ярко, заметно, читаемо. Выглядит неплохо. Такой классический ретро-стиль. А для проверки работы возьмем аккумулятор, минус кинем на массу в любом удобном месте. А плюс будем подключать к проводам, которые выходят из крыла. Помните, у нас там серый и коричневый. Синий, я так подозреваю, это будет указатель поворота, но нам их еще только предстоит подключить. Коричневый более яркий, а серый тусклый. Значит, это у нас габарит, а это тормоз. По-моему, получилось неплохо. Хотя провозился я с этой задачей полдня. На этом на сегодня закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.